И маленькие хулиганы идут играть с хвостом тигра. Мама очень устала, она хочет отдохнуть. Хулиганчики-обезьянчики бегут. Дальше новое дело ищут. И машина развалилась. Мамаша их вытаскивает как репку. Давайте, вылазьте отсюда. Привет! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека. И как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я хочу сделать новое видео, в котором я буду комментировать наш мультфильм. В этот раз я решил использовать советский мультфильм, который довольно-таки новый, он из 80-х годов. Я не знаю, если YouTube меня не заблокирует, но если вдруг случится демонетизация, то я рассчитываю только на вашу поддержку, друзья. Вы знаете, что делать, вы можете нажать на кнопочку «Спасибо» под этим видео, если оно вам нравится. Таким образом, вы можете пожертвовать небольшую сумму. Этот мультфильм называется «Осторожно, обезьянки». Ну что, вы готовы? Поехали! Итак, этот мультфильм начинается. Как я сказал, называется «Осторожно, обезьянки». И эта песня очень классная. Она написана группой «Машина времени». Этот мультфильм рассказывает историю о маленьких обезьянках и их бедной маме. Как вы видите, сейчас эти обезьянки играют, а их мама стирает их одежду. У них есть 4 маленьких и одна очень маленькая обезьянка. Вот. И они очень большие непоседы. Они всегда хулиганят, всегда играют, и их маме приходится за ними присматривать. И самое главное, чтобы не закончилось молоко. Видишь, когда у маленького есть молоко, то все в порядке. Вот. Сейчас они играют с мячом. Мяч взорвался. Но им все равно. Они дальше продолжают играть. Мама очень устала. Она хочет отдохнуть. Но она не может. Ей приходится все время стирать. Они живут в зоопарке, да? Здесь у нас есть тигр, который играет в кубик Рубика. Вот. И маленькие хулиганы идут играть с хвостом тигра. Они тащат его за хвост, а тигр не знает, что делать. Пытается держаться, но он даже мяукает. Вот. Мама быстро бежит забирать маленьких детей. Она дает им по жопе. О, бедный тигр. Вот. Он очень злой. Так, нужно... Она говорит, ну извини, это, говорит, мои дети. Вот. И видишь, закончилось молоко. Снова нужно дать молоко малышу. И так каждый день. Стирать. Маленькие хулиганы залезли в тазик, и она не может стирать нормально. Решила их тоже повесить, посушиться. А они сейчас все начнут сбегать и дальше идти хулиганить. Она дала им игрушки, говорит, вот, играйте в кубики. И вот, нет секунды, закончилось молоко. Видишь, маме сейчас нужно будет покупать молоко. Нет молока, и сразу маленький обезьяныш очень разозлился, потому что нет молока. Вот. Вот, сейчас она быстро его положила в коляску, дала ему соску, и она сказала, будьте дома, играйте в игрушки. Я пошла в город, ничего плохого не делайте. Они такие, ну да. Вот она выходит из зоопарка. Эта женщина, она принимает билетики, говорит, вот, я пошла за молоком. Маленькие обезьянки-хулиганки быстренько запрыгнули в коляску, конечно же, и вместе вышли с их мамой в город.
И вот сейчас мама идет покупать молоко. Здесь мужчина-садовник подстригает, подстригает растения. Они такие: о, садовник, давайте-ка что-нибудь с ним сделаем. Сейчас они украдут у него ножницы, да, и тоже будут подстригать. Как они все дружно подстригают, также подстригли его волосы. Мама увидела, она говорит: смотри, что они сделали, хулиганы. Мама побежала исправлять все их ошибки. Она говорит: смотри, смотри, твои хулиганы. Она такая: без проблем. Она отдала кусочек ее волос, и сейчас она приделает к нему его на голову. Он такой: да не надо. Ну ты посмотри. О, а правда ничего? Красавец я, однако. Все, она решила одну проблему, но обезьянки побежали дальше хулиганить. Вот, идет мужчина с подарком, да, с одной большой коробкой, почти упал, но еле удержался на ногах. Вот. Здесь женщина пытается чинить ее машину. У нее много гаечных ключей, и она пытается что-то сделать, но ничего не получается. Обезьянки думают: так, мы сейчас поможем тебе. Они хватают гаечные ключи, запрыгивают в машину и начинают ее потихоньку разбирать на части. Они вытаскивают руль, вытаскивают колеса с нее, снимают с машины, открепляют дверь. Вот, и машина развалилась. Да, а они построили себе маленький такой велосипедик. Сейчас поедут. Они такие: ну что, готовы? Поехали! Вот, но тут пришла их мама. Они: мама, быстро, убегаем отсюда. Женщина говорит: боже мой, что же мне делать? Опять идет этот мужчина с подарком. Он бежит от них, потому что он боится, что вот-вот... Ой-ой-ой. Так. Ой, не беспокойтесь, все хорошо. Сейчас я починю вашу машину. Она разбирает их велосипед, и у нее удается построить хорошую машину. Не просто хорошую, а она выглядит как новая и очень красивая. Вау. Женщина говорит: боже мой, спасибо вам. Так, мама идет дальше искать ее маленьких хулиганов. А хулиганчики-обезьянчики бегут. Дальше новое дело ищут. Так, ага, что это? Это швабра. О, шваброй мы можем красить. Сейчас будем красить стену. Они нашли желтую краску и начали красить стену. Вот, желтой краской красят. И тут же они закрасили окно. А в этом доме жил дедушка, и он смотрит: ага, уже вечер. Начинает зевать и говорит: пора идти спать. Да. Дедушка ложится в кровать, выключает свет и засыпает. Вот, он думает, что все, это уже ночь. Вот, мама прибежала: мама, бежим отсюда. Она: опять хулиганы. Но сейчас она помоет эту всю краску, смоет с окна. Вот, и, конечно же, дедушка думает: о, уже утро? О, как я быстро поспал. Это дедушка, как я также быстро ложусь и засыпаю. Сейчас он делает зарядку. Вот. Мама дальше бежит. Снова идет этот мужчина с подарком. Он подошел к мосту. Они такие: сейчас мы заберем у тебя подарок. Ой, он боится, что они его сломают. Ой, мужчина упал. Упал с моста в воду. Ой-ой-ой, только подарок видно, а мужчину не видно. Так, они начали держаться друг за друга, постараются его вытащить оттуда, спасти этого мужчину. Мама тоже увидела эту проблему. Маленький обезьяныш такой: сейчас я помогу. И он бежит уже на помощь. Прыгает сразу вниз. Они его поймали за ноги, и он держится за этот подарок. Мамаша их вытаскивает как репку. Давайте, вылазьте отсюда. Бедный мужчина держится за веревочку. Все, они его спасли. Он сидит весь мокрый. Они не знают, живой или нет. Тут они его пощекотили немножко палочкой. Он такой: ой,
Пчи! Чихнул. Вот. Они, ура, живой! Он смотрит, я мог утонуть, а они меня спасли. Спасибо вам большое за это. Я даю вам мой подарок. Новый телевизор. Вот. И сейчас сидят все обезьянки, смотрят телевизор. У маленького огромная трубка с молоком. Вот. Да, они играют, смотрят, как люди играют в футбол, а мама может спокойно спать. Мама такая, боже мой! Нет, показалось. Может дальше спать. Но, вы знаете, обезьянки долго не могут сидеть. И они начинают... они хотят тоже играть в футбол, видимо. Тут большой мячик, и они уходят от мамы. Вот, мама спит. Да, ребенок прыгает и сразу на большой мяч запрыгивает в телевизор. Она говорит, что? Как вы оказались в телевизоре? Вот, конец. Вот и все, друзья, на сегодня. Надеюсь, вам понравился этот мультфильм. Он очень смешной, очень быстрый. Мне приходилось очень быстро комментировать. Но, надеюсь, вы получили свою порцию comprehensible input на сегодня. Если вам нравятся такие видео, не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал и, конечно же, стать патроном. Я делаю транскрипции ко всем моим эпизодам. Также мы встречаемся с друзьями каждую неделю или каждый месяц, разговариваем, играем в разные игры. Вот. Вы можете перейти вот сюда по ссылке и также стать нашим патроном. Спасибо вам большое, друзья. До скорого и пока-пока.